Я вас приветствую, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем печь настоящий рождественский штолен. Я вам покажу своим способом приготовления, все пошагово. И, конечно же, подробный рецепт напишу в описании под видео. За день или за ночь до приготовления штоленов нам надо обязательно промыть для начала и потом замочить наши сухофрукты, изюм и цукаты. Я взяла изюм. Мы сейчас промоем этот изюм под горячей водой. Вот так вот промываем. А это у нас вяленая вишня и вяленая клюква, а на домашней я промывать не буду. Цукаты тоже засахаренные, их промывать не буду, только изюм. Через несколько минут мы будем сливать воду и высушим бумажным полотенцем. Немножко подсушим на бумажном полотенце наш изюм. Я взяла тут несколько видов изюма. Так будет и вкуснее, и красивее в разрезе наши штолины. Теперь отправляем в емкость. Это может быть или баночка, или вот такая вот емкость с крышкой. Вот так вот отправляем изюм, вишня, вот так, клюква и цукаты разноцветные. Далее нам понадобится цедра одного апельсина. Или на ваше предпочтение можно цедру одного лимона. Вот так вот сейчас мы. А потом надо будет использовать сок от этого апельсина. Выдавить. Вот так. Используем только оранжевую часть, чтобы до белой не доходили. Думаю, столько достаточно. Посмотрите, сколько у нас цедры получилось. Вот так. Выдавливаем сок. Вот таким образом. Я думаю, что где-то 150 миллилитров сока точно у нас получится. Дальше заливаем наши сухофрукты коньяком. Где-то грамм 150-200 нам понадобится. А также этот коньяк можно заменить ромом. За спирт не переживайте. Во время выпечки вся спиртовая часть испарится. Останется только легкий такой аромат приятный. Можно заменить коньяк или ром просто черным чаем или апельсиновым соком. Вот так вот мы залили и оставляем на всю ночь под закрытой крышкой в холодильнике. Или на ночь, или на день. Сухофрукты хорошо разбухнут и будут вкусные в наших штолинах. Начинаем приготовление наших штолинов. Спустя сутки я достаю из холодильника наши сухофрукты, изюм и цукаты, и оставляю на столе для того, чтобы они прогрелись до комнатной температуры. У нас штолины классические, дрожжевые, поэтому для начала нам надо приготовить опару. Я буду сегодня использовать свежие дрожжи, вот такие вот прессованные, а также можно использовать и сухие дрожжи. Подробный рецепт я напишу, конечно же, в описании под видео.
вот так вот, смотрите, мы берем теплое молоко, где-то градусов 30-35, не горячее, не холодное, именно теплое. От общей массы сахара 1 столовую ложку мы добавляем к молоку. Вот так перемешиваем. И растворяем в молоке с сахаром наши дрожжи. У нас здесь 40 грамм дрожжей. А сухих нам надо будет, если вы будете использовать сухие, то 14 граммов сухих дрожжей. Но мне очень нравится именно штоллины готовить на таких вот прессованных свежих дрожжах. Перемешиваем. Вот так. От общей массы муки мы добавляем сюда в опару где-то 3 столовые ложки. Перемешиваем до однородного состояния и оставляем где-то на 20-30 минут, чтобы наши дрожжи хорошо подошли. Обязательно накрываем пленкой. Вот смотрите, вот так вот. Если у вас дома тепло, можно оставить при комнатной температуре. А можно и включить духовку на 30 градусов и отправить в духовку где-то на 20-30 минут. Измельчаем миндаль. И миндаль обязательно должен быть жареный. Вот так. Вот до такого состояния, посмотрите. Где-то у нас больше измельчилось, где-то меньше. Так еще вкуснее будет. Вот так. В чашу миксера мы добавляем наш измельченный миндаль. Сюда же мы добавим муку, но только не всю. У нас было всего килограмм муки, мы добавим где-то 800 граммов. Вот так. Немного оставим для дальнейшего замеса. Вот так, столько оставим для замеса. Добавляем щепотку соли, ванильный сахар. Это мы сейчас перемешаем. Перемешаем вместе с миндалем муку, соль и ванильный сахар. Вот так вот. Еще хотела сказать, что вместо миндаля, конечно же, можно использовать любые другие орехи, которые вы любите. Но обязательно они должны быть жареные. Вот так перемешали. Далее нам надо будет добавить специи. У нас тут корица, имбирь, мускатный орех и немного гвоздики. Всех специй мы берем по чуть-чуть. Вот так вот сейчас мы перемешаем. Если вы любите только одну корицу, можно добавить только корицу, можно только гвоздику, как вы любите, как вам больше нравится. Добавляем сахар. Вот так. И хочу посмотреть, какая у нас опара. Посмотрите, какая шапочка образовалась. Видите? Это означает, что дрожжи хорошие, они хорошо работают. Поэтому мы продолжаем. Видите, как держится шапочка? Продолжаем добавлять в нашу эту муку. Сейчас я немного перемешаю вместе с сахаром и специями. Вот так вот. Делаем небольшое такое углубление внутри. Вот.
И сюда добавим молоко с дрожжами. Вот так. И сюда нам надо будет еще добавить 2 яйца. Разбиваем по отдельности. В отдельную пиалочку. Вот так. И сюда же в опару. И это. Угу. У нас есть вот такая вот насадка крюк. И мы будем перемешивать вот этой вот насадкой на медленной скорости для начала. Периодически я вот так останавливаю и вокруг вот собираю тесто, которое не домесилось, знаете, вот и внизу на дне, чтобы все замесилось однородно, чтобы тесто наше было однородное. Вот так вот, смотрите, какой у нас такой комочек получается. И мы так вымешиваем в течение 5 минут. Потом нам надо будет добавить сливочное масло. Смотрите, как у нас получилось, какое тесто. И сейчас мы поэтапно, где-то в 3 этапа мы будем добавлять сливочное масло. Посмотрите, масло нужно доставать заранее из холодильника, чтобы она была вот такая вот мягкая и комнатной температуры. И мы вот добавляем часть масла и вымешиваем. И так в течение 10 минут мы должны вымесить все масло. Когда вымесится вот эта часть масла, мы добавляем следующее. Мы вымешивали тесто в течение 10 минут. Хочу показать, какая должна быть консистенция теста в итоге. Посмотрите. Тесто совсем не липнет ни к стенкам посуды, ни к рукам. Очень приятная консистенция, ароматное, мягкое тесто. Мы вот так вот оставляем. Накрываем пленкой обязательно и отправляем в теплое место где-то на 30-40 минут. Если дома тепло, можно и при комнатной температуре. Накрываем сверху полотенцем и оставляем. А если дома не тепло, мы отправляем в духовку при 30 градусах. Вот так вот накрываем. И все, и ждем. Пока у нас подходит тесто, мы наши сухофрукты пересыпем на сито. Смотрите, как разбухли. Такие ароматные стали. Благодаря коньяку и апельсиновому соку мягкие тоже. Мы пересыпаем сюда, для того, чтобы ушла лишняя жидкость. Вот эта жидкость, которая осталась, нам она не нужна в тесте. Вот так. И нам надо будет натереть еще цедру одного апельсина или лимона. Можно или то, или то.
Так вот. Я помыла предварительно апельсин. И теперь натираем только оранжевую часть. Когда подойдет тесто, мы добавим цедру апельсина, наши сухофрукты и будем вымешивать. Измельчаем фундук, тоже жареный. Вот так вот. На средний размер такой. Вот так вот, смотрите, у нас получилось. Сейчас я пересыплю в тарелочку. Вот так, где-то больше, где-то меньше. Ну, так вот в среднем. Посмотрите, как у нас подошло наше тесто. Как увеличилось. Вот так, смотрите. Сейчас мы сюда добавим апельсиновую цедру. Вот так вот. Наш измельченный фундук. И вот эти вот ароматные сухофрукты. У нас тут клюква, изюм, вишня и разноцветные сухофрукты. Мы хорошо отжали сок. Вот так. Полностью все сухофрукты добавим. Сейчас вот так вот перемешаю. И будем месить с помощью насадки крюка где-то 3 минутки, чтобы равномерно вымесить полностью все оставшиеся ингредиенты. Вот так вот. Сейчас я подключу эту насадку. Можно, конечно же, это все делать руками. Вот так. Все уже хорошо вымесили тесто с сухофруктами. И опять накрываем пленкой и оставляем в теплом месте на полчаса. Вот так. Все уже прошло полчаса. И посмотрите, какое у нас тесто. Воздушное. Сейчас мы посмотрим, сколько будет весить наше тесто в общей сложности. 384 грамма. Вот так вот. Мы будем делать 3 штолена. Я сейчас поделю наше тесто на 3 части. И уже заранее, посмотрите, я приготовила вот так вот пергамент. Вот. Перекладываем на коврик. Посмотрите. Вот так. И делим на 3 части. Видите, тесто не прилипает к коврику. Нам не понадобилась ни мука, ничего. Очень приятное, мягкое тесто. Мы вот так вот берем, раскатываем. Вот в такой вот пласт. Руками. Нам скалка тоже не нужна. Вот так, равномерный такой пласт. И убираем изюм, вот наши все цукаты, для того, чтобы во время выпечки не подгорали они. Мы сейчас отсюда уберем и вовнутрь.
Это будет у нас наружная сторона, вот так вот. Вот это все убираем. Потому что во время выпекания, когда изюм подгорит, это будет и некрасиво, и невкусно. Вот так. Это мы отставляем вот так в сторонке. Переворачиваем. Вот так. И распределяем вот этот вот изюм. И вот так вот скручиваем. С одной стороны. Вот так. И теперь вот с другой стороны. И вот так вот мы формируем штолен. Вот так. Вот так. И хочу сказать, что я заранее включила духовку. Это обязательно, потому что выпекать нужно в заранее разогретой духовке. Вот так вот, посмотрите. Вот такая вот форма у нас должна быть. Если где-то остался изюм, вот так вот мы прячем вовнутрь. Так, вот тут вот краюшки заостряли. Это тоже вовнутрь. И перекладываем на пергаментную бумагу. Посмотрите, вот так вот должно у нас быть. Вот так вот берем и перекладываем вот сюда. Мы сделали вот такие вот бортики, потому что во время выпекания все равно немножко подрастут штолины, чтобы они не касались друг к другу. Вот так немножко так прижимаем, и у нас получается вот такая красота. Точно так же мы формируем и остальные штолины. Посмотрите, вот так у нас получилось 3 штолина. Накрываем обязательно пленкой на 20 минут. Через 20 минут уже можно выпекать. Все, уже можем отправлять в духовку. Видите, какая красота у нас получается. У нас 180 градусов, режим вверх-вниз без конвекции. Мы ставим на средний уровень, где-то на 40-45 минут. Вот так. За 10 минут до готовности, смотрите, какие у нас румяные получились наши штолины. Мы накрываем фольгой, чтобы не подгорела выпечка наша. И через 10 минут уже можно доставать из духовки. Вот так. Нам еще понадобится сливочное масло для того, чтобы мы обмазывали наши штолины. Пока у нас готовятся штолины, я растоплю в микроволновой печи, чтобы масло было жиденькое такое. И сахарная пудра. Мы сейчас все подготовили. Для начала растопим масло и дальше будем вытаскивать штолины из духовки. Все, уже наши штолины полностью готовы. Вот так. Смотрите, какие они румяные у нас получились. Красивые. Сейчас я закрою духовку. Вот так вот. Мы сейчас в горячем виде перекладываем на вот такую вот сетку и будем обмазывать растопленным сливочным маслом. Вот так, посмотрите, полностью пропеклись. Как мы проверяем готовность штолинов? Вот у нас тут есть зубочистка. Смотрите, полностью сухая зубочистка. Сейчас я переложу еще вот эти штолины. Вот так. Сначала мы обмажем вот эти 2 штолина маслом. Щедро-щедро обмазываем.
Пока они горячие, они очень хорошо впитывают в себя растопленное масло. За счет этого масла у нас штоллины долго хранятся. И чем дольше они у нас будут стоять, тем вкуснее становиться будут. Так, с каждой стороны. Вот с этой стороны мы сейчас обмажем. И еще с другой стороны. И точно так же все штоллины обмазываем. У нас еще есть второй этап. Мы будем обсыпать сахарной пудрой. И вот это сейчас сюда. Вот так обмазываем. Теперь переворачиваю с этой стороны. Теперь мы обсыпаем обильно сахарной пудрой с двух сторон. Вот так. Там, где сахар растает, мы еще раз сверху будем обсыпать. И точно так же с другой стороны. Видите, как сахарная пудра пропиталась? Мы теперь вторым слоем обсыпаем сахарной пудрой. И вот так вот мы оставим в таком виде где-то на 3 часа до полного остывания. А можно и оставить на ночь. Вот так. Наши штоллины уже готовы. Я их оставила на ночь для полного остывания. И как я уже говорила, чтобы наши штоллины были правильной текстуры, мы должны оставить на 2-3 дня для полного созревания. Тогда штоллины раскроют свой настоящий вкус, насыщенный и нежную текстуру. Ну, сегодня мы попробуем один штоллин. Я разрежу и покажу вам, какая должна быть текстура. Посмотрите, я вот так вот порежу. Режется мягко. Сейчас я покажу, какая она внутри. И Ануля, и Арсен, и они будут пробовать вместе с Арсенчиком тоже. Посмотрите. Много-много сухофруктов, изюма, цукаты и ароматная такая выпечка. Сейчас я кусочек дам Ани. Пахнет? Хорошо пахнет, Ани? Угу. Вот так. Посмотрите. Они полностью пропеклись. Вот так. Друзья, этот штоллин по этому рецепту я готовлю каждое Рождество. Поэтому рецепт проверенный. А это Анули. Ани, Аса, вкусно? Угу. Тебе понравилось? Я тоже хочу попробовать. Чувствуются пряности, чувствуется кардамон, корица. Очень ароматная выпечка. Я думаю, что вам понравится. Друзья, пробуйте по такому рецепту. Очень вкусно получилось. Спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Обязательно подписывайтесь. Впереди нас ждет много домашних, вкусных, проверенных рецептов. Сейчас покажу, как нужно заворачивать штоллин для полного созревания. Мы берем пергаментную бумагу, кладем сюда штоллин. Вот. Она должна быть полностью покрыта, посыпана
сахарной пудрой. Вот так вот отрезаем кусочек бумаги. И вот так заворачиваем. И она может храниться в течение 2-3 недель вот в таком виде. И обязательно убираем в холодное место. Вот так. Вот так. И завязываем ниточкой. В качестве подарка своим родным и близким тоже можно преподносить. Посмотрите, какая красота получается. Можно чем-то украсить. Палочками корицы, апельсином. Вот так вот, посмотрите. И вот так. Видите, как красиво получается? Мам, что там мама? Опримахтикас.